За прошедшие сутки произошли следующие изменения. На Дзержинском направлении наблюдается высокий темп боевых действий. В Дружбе бойцы в очередной атаке выбили противника из следующей улицы Дзержинского. Продвинулись на 200 метров. Противник дронами камикадзе оказывает сопротивление. В кадре после поражения постройки отделение переходит в другое место на этой же улице. В Кирово расчет БПЛА продолжает уничтожать украинскую военную технику, экипаж которой пользуется основной дорогой на улице Дзержинского. У Дружбы и Кирова перечислены улицы с тем же названием. У перекрестка этой улицы центральные дроноводы поразили М113. В ВСУ возвращались назад. Проехав 40 метров, бронетранспортер въехал в дерево. После этого вторым дроном камикадзе произошло добивание единицы техники. Залетело в открытый люк. Вчера официально было заявлено о взятии Ленинского. Оставшаяся незанятая 2-километровая часть поселка переходит под контроль российской стороны. Воины после овладения Ленинским усилили давление на гарнизон ВСУ в соседнем Артемово. В северной части города бойцы 132-й бригады на 800 метров улучшили позицию по переднему краю. Противник признает тяжелое положение по обороне данного города. Со взятием этого Артемова у воинов появится возможность штурмовать вражеские позиции в самом Дзержинске. У ВСУ пока что сохраняется контроль над двумя терриконами имени Кирова и Артема. Вероятно, перед вклиниванием в Дзержинск воины будут пытаться выбить противника из этих искусственных возвышенностей. На Кураховском направлении в районе Победы отряды 20-й дивизии продолжают давить. Юго-западнее села экипаж на бронетехнике доставляет пехоту в соседнюю лесопосадку, чтобы бойцы начали там закрепляться. ВСУ ударными беспилотниками и реактивными снарядами «Град» пытаются остановить наступление. Гвардейцы 255-го полка немного продвинулись вперед. Идет процесс приближения к северной части сельской Константиновки. Также создаются условия, при которых ВСУшники, находясь на участке Балки-Свинячья, будут вынуждены покинуть территорию, иначе окажутся в окружении. В юго-восточной части Константиновки отряды группировки «Восток» пробиваются вперед. На украинский гарнизон данного пункта идет давление с южной и северной сторон. Регулярно работает авиация 11-й армии, уделяет особое внимание противнику на территории промышленных предприятий. На участке шахты Донбасска номер 3 летчики скинули полуторатонного ПАП по ВСУ, который находится внутри высотного здания. Сама высотка уцелела, однако находящиеся внутри как минимум получили контузию. Противник использует высотные здания для наблюдения за обстановкой для корректировки огня по атакующим. На Харьковском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. На подступах к Глубокому противник копит силы для очередной атакующей попытки. Северяне выбили ВСУ из северной части пункта, прочно удерживают позиции. Как и ранее, российская авиация наносит удары по противнику, который дислоцируется на восточной стороне Травинского водохранилища. Один прилет ликвидировал склад боеприпасов. Возникла вторичная детонация. В районе Волчанска продолжаются тяжелые боестолкновения. На территории агрегатного завода военные отмечают, что противник, перебираясь по разрушенному мосту, пытается закрепиться в восточной части предприятия. Артиллеристы сразу же встречают его огнем. Оставшиеся в живых покидают позиции тем же путем. Такое событие происходит почти каждый день. Чуть западнее, возле линии контроля, ВСУ еще удается удерживать позиции. Расчеты БПЛА наносят огневое поражение. В этом кадре можно заметить разрушенное здание лицея номер 2. От остальных построек также осталось одно название. Несмотря на то, что линия соприкосновения остается статичной, интенсивность боевых действий сохраняется высокой. В восточной части города, на противоположной стороне реки Волчья, бесстрашные регулярно скидывают ФАБы по ВСУ, которые прячутся в лесном массиве. Здесь украинская сторона накапливает силы, после чего пытается перебраться на другой берег водной преграды. Изматываются украинские силы, которые не могут достичь тактического успеха. Бои продолжаются.